Все, что у меня остается сейчас, это найти в себе силы, надеяться, что со здоровьем моим и со здоровьем моего ребенка все будет хорошо. Веру в какое-то правовое государство я уже давно потеряла, и у меня просто больше нет сил с этим бороться. Вот и все. В России изгаляются над беременной на большом сроке. Женщину ее обвиняют. Здесь даже дело не в том, что виновата она или не виновата, она отрицает, но изгаляются так, что вот это просто, на мой взгляд, очень серьезная новость. Тем временем удары проходят по Южному Ливану. Пройдемся, что там сейчас творится. Дроны над Прибалтикой, звонок Эрдогана и Пзешкиана. Давайте пройдемся подробнее, что в мире делается и как оно там в России с матерью будущей, с семьями, с поддержкой молодых прекрасных семей. Не забудьте подписаться, это помогает каналу, а это цифровая война. Тут уж, как говорится, в сторонке отсидеться, это из области социальной ответственности, ее высоты. Кстати, все знают, да, что слово «идиот» пришло от того, насколько ты интересуешься социальными вопросами, не политическими даже, а социальными. Вот проходишь ли ты мимо людей. Если проходишь, ты большой молодец, ты идиот. Значит, 28-летнюю Евгению в январе привлекли по делу о краже 11 тысяч рублей. Она утверждает, что она, то есть по ошибке, там просто картой попалась там сотрудница. Она работала менеджером в вейном производстве, то есть практически бесплатно, то есть впахивала, работяга. По версии следствия, девушка по ошибке взяла чужую зарплатную карту и несколько раз расплатилась в аптеке. То есть не глядя, понятно. Еще раз, я не знаю, не стою ничью сторону, здесь расследовать надо. Сразу после выяснения обстоятельств Евгения возместила сумму. Вообще вопросов нет. А заявительница отозвала претензии и попросила закрыть дело. Евгения сейчас на 9-м месяце беременности, у нее контракт на роды в больнице Нижнего Новгорода, там живет семья. 4 раза она направляла ходатайство снять ее подписку о невыезде в отделе Северная Медведково, но получила отказ. То есть она там не может, значит, со своей беременностью действия какие-то осуществлять, это просто. В доказательство она прикладывала справки, договор с роддомом. Если уже маховик раскручен то есть всех сажать, никого не оправдывать, я думаю, что она просто попала под общую, по тот самый общий маховик того, как сейчас принято жизнь в белых списках, что это такое. Это все запрещено, ничего нельзя, народ враг. Вот так ведет себя сейчас, насколько я понимаю, действующая власть, и она просто попадает под эти жернова, и все, то есть нет никаких хороших людей, наверное, при том, что ее все оправдано, то есть там претензий нет. На дату предполагаемых родов в деле запланированы следственные действия, то есть они будут следственные действия, она будет рожать в этот момент. Это уже какой-то параллельный мир. Первоначально следствие должно было закончиться 15 мая, но оно затянулось. То есть какие-то затянутые там сидят следователи. Но кто их затянул? Да вытягивайте их срочно обратно. В конце апреля Евгению и бывшую коллегу вызывали на повторный допрос. Они не могут закрыть дело. Мне кажется, их наказывают, наверное, если они закрывают дело, даже то, которого нету. Заявительница идти отказалась и снова попросила прекратить дело. Несмотря на это, следственную группу по делу увеличили до 6 человек. Чтобы роды принимали, наверное, я не знаю. По словам Евгении, это весь отдел. Я просто и смех и грязь, честное слово. Она утверждает, что следствие затягивает намеренно и оказывает давление ради признаний. То есть они хотят все равно раскрутить, чтобы было дело. За палку работают. Они вообще за палки. Они палки любят. Видимо, следователи. Кошмар какой-то. Евгения жаловалась в прокуратуру и СК вместе с бывшей коллегой. По ответам проверяющих нарушений не обнаружили. Женщина говорит о сильном стрессе, проблемах со сном и питанием. Беременная мамочка, я просто кошмар какой-то. Боится рожать вне Нижнего Новгорода и не видит, как сможет ездить с новорожденным на следственные действия. Так его посадят, скорее всего, он родится, они сразу скажут, что уголовник какой-то. Мне кажется, они этого и хотят. Они хотят взять группу лиц. Вот когда она превратится в группу, они сразу их двоих и примут. И смогут еще такую палку сделать, что потом там палка начальника, понимаете, произведет впечатление, мне кажется. Безумие. Тем временем удары Израиля по Ливану, давайте пройдемся, что там происходит. Израильские ВВС нанесли серию ударов по Южному Ливану 26 мая. Целями стали города Набатия, Кфар-те-Бнит, Хирбет-Сильма, Зафтар-эль-Гарбия, Кфар-де-Жус, Буршель, разбомбили Арнун тоже, в общем, много городов. Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что с момента возобновления конфликта между Израилем и Хизбаллой
2 марта погибли более 3000 человек, там вообще меряется уже, конечно, тысячами. Атакам подверглись также территория возле дамбы Карауна в долине Бека. Дамба Караун крупнейшая в стране, она обеспечивает гидроэнергию. Ну, то есть и по энергии, Израиль жестко сказать, действует по мирному населению. Мощностью около 190 мегаватт, а также используется для орошения и питьевого водоснабжения. Несмотря на соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве США в ноябре 24, там Трамп уже не знает, что делать с этим Израилем, это просто им лишь бы убить кого-то, по-моему. Или я что-то не понимаю. То есть, просто вот для этого есть основания. И продленного до июля израильские военные операции на юге Ливана и в Бейруте продолжаются. Что происходит в Прибалтике с дронами? Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала серию инцидентов, такие были, и там и увольнение, и посыпание головы пеплом. Ну вот она решила это прокомментировать, вот эту историю с беспилотниками над странами Балтии. Она заявила, что эти случаи выявили уязвимости. Вот она подошла так как-то благородно, как вот мне показалось. То есть, что надо работать над этим. То есть, скорее уязвимости выявлять. Никто не был втянут, все думали, что там как-то вот в Украине что-то происходит, а мы тут за, мы тут против, мы тут и нефти немножко прикопим. Но они поняли, что они совершенно не готовы, что вот может их тоже задеть. Да? То есть, я к чему? К тому, что, знаете, я не люблю говорить вообще о военных, о боевых действиях, то есть надо много набирать, как и любая, наверное, тема. Всегда стараешься аккуратно и поверхностно, если ты не специалист в ней, если у тебя нет образования, нет практики, все равно твои высказывания будут в лучшем случае немножко близки к истине. Вот, я это к чему? К тому, что, может быть, даже в этом есть определенная польза. Дай бог, чтобы люди не гибли, но ты вдруг понимаешь, насколько это непросто. И тогда ты начинаешь оценивать того, кто умудряется с этим справляться, уже, наверное, как-то по-новому. Но, тем не менее, фон дер Ляйен подчеркнул, что то, с чем сталкиваются прибалтийские страны сегодня, остальная Европа может испытать завтра. Вот она с умом подошла. Вот такой вот, может быть, знак свыше, да? Вот посмотрите, а вы вообще готовы? Там один не можете поймать. И рассуждаете так, там, ковыряя в носу, значит... Будем туда-то помогать, будем сюда-то помогать, как мы будем относиться, постоим в стороне или что-то будем делать. Интересно. С марта Литва, Латвия и Эстония и Финляндия фиксируют регулярные пролеты беспилотников. Там много разных теорий о том, что может Россия там отводить, да, есть способы сбивать направление беспилотников. Не буду брать ничью сторону. Факт тот, что они пока что, когда они попадают на территорию других стран, те совершенно беспомощно выглядят. По данным экспертов, дроны, заходящие в воздушное пространство Балтии, являются украинскими беспилотниками, это вроде никто не оспаривает, перенаправленными или сбитыми с курса российскими средствами радиоэлектронной борьбы по пути к целям внутри России. Москва использует эти инциденты для усиления давления на прибалтийские государства, такое вот мнение западное, скажем, перенаправляя политические издержки украинской дальней кампании против российской военной экономики на восточный фланг НАТО. Лидеры 3 балтийских стран выпустили совместное заявление с призывом к союзникам по НАТО трансформировать текущую миссию воздушной полиции над балтийскими государствами в полноценную систему противовоздушной обороны. Вот, вообще, мне кажется, эскалация как-то все продолжается, но все равно с чем-то даже так. Не может быть так, что все было ровно. Так вот, там что-то стреляют, а здесь мы кофе пьем. Так, наверное, не бывает. ЕС планирует улучшить единые системы оповещения и межгосударственную координацию, а программа Eastern Flank Watch должна стать центральным элементом европейской архитектуры безопасности. Тем временем телефонный разговор Эрдогана и Пзешкиана. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с иранским президентом, довольно любопытно, это очень знаково для сегодняшней ситуации, Масудом Пзешкианом. Инициатором звонка выступила иранская сторона. Эрдоган подчеркнул необходимость открыть двери дипломатии и заявил, что Турция, логика есть, не знаю, вроде как Турция здесь выглядит, там с этого Ирана все сторонятся, а Турция здесь может попытаться, просто решить-то невозможно, они не идут на переговоры. И не очень понятно, есть ли у них духовный лидер.
там этот Хаминей, вот, от его имени что-то высказывается. Короче, такой немножко коллапс власти, я считаю, и с какой-то стороны надо пытаться наладить. И если это удастся Эрдогану, то, наверное, будет довольно знаковое событие. Тем не менее, Турция прилагает усилия для достижения этой цели. Ну, дай это бог, что на самом-то деле, потому что к каким-то результатам приходить надо. Желательно к хорошим и безопасным в долгосрочной перспективе. Турецкий лидер также отметил, что Турция не одобряет незаконное вмешательство против Ирана. Ну, вот тут надо уточнять. И иранские нацеливания на братские страны региона. То есть и ответ Ирана, когда он по всем бомбит, и против Ирана, говорит, неправильно. А вот надо же, наверное, заявить еще и по поводу местного населения, которые расстреляли с пулеметов. Вот просто как к этому Эрдоган. Или он из тех, кто умеет так одним глазом только видеть. Ну, потому что это важный момент. Это важный момент. Или им можно. Ну, это их страна, пусть они там что хотят, убивают свое мирное население. Может быть так. Эрдоган заявил, что нападение на братские государства никому не приносит пользы и должны прекратиться. А на свой народ это должно прекратиться или нет? Президент выразил глубокую печаль в связи с гибелью людей, особенно детей, погибших в результате нападения на школу. Не про это тебе вопрос, извините, не удержался. Не про то вопрос. Про школу, конечно, ужасно. Это кошмар, ну, так это кошмар, который сопровождает любые боевые действия. Поэтому все не любят боевые действия. Поэтому все говорят, не убивайте, пожалуйста, свой народ. А то придется вести боевые действия и будут погибать. Это кошмар, это, я даже не хочу этого затрагивать. Но вот он затронул, он не боится. Демонстрации расстреляны, это очень важно, мне кажется. Или этого не было? Может, мне приснилось? Пзешкиан, в свою очередь, заявил, что ракеты, вошедшие в турецкое воздушное пространство, не были иранского происхождения, и что этот вопрос будет тщательно расследован. Ну, не знаю. В любом случае, это, наверное, скорее такая попытка все-таки разговора, диалога. Но я как гражданское население, и я не играю в политику, я вообще политикой мало интересуюсь, я бы сказал так, что нет, ребята мои дорогие, давайте-ка про мирное население, которое еще до боевых действий было очень довольно жестко уничтожено, давайте-ка про него не забывать. Ну а если начнут забывать, потому что так выгодно, я предлагаю, друзья мои, напоминать. Это так нечестно. Я так не играю, да, сказал бы я в детстве, но я, к сожалению, уже не в детстве. Пишите, что думаете, и увидимся в следующих новостях. Увы, взрослых и, увы, иногда жестких.